Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, развитие управляющего ясновидения действием души. В данной теме я показываю, каким образом к понятию управления душой необходимо ввести еще такое понятие, как развитие. Потому что, когда мы говорим об управлении из уровня души, то там существует практически полная статика событий, то есть там существует прогнозные системы, которые уже определены изначально, и управление заключается во взаимодействии души с действием Бога. Поэтому понятие развития в данном случае это есть развитие событий как таковое, где душа, взаимодействие с Богом, определяет события уже как бы лучшего качества. И вот понятие развития – это уже развитие событий. Поэтому в этом контексте управление, когда мы исходим из действия души и ставим развитие как следственную систему, не как систему внутреннего уровня души, в данном случае получается, что тогда мы должны выявить какой-то контекст событий, который находится вне уровня действия души. То есть некую граничную область очертить и осуществлять действие, связанное с тем, что именно происходит компоненты развития. То есть здесь самое главное выявить структуру развития. А структура развития – это есть влияние на информацию. Поэтому основным уровнем управления здесь является именно влиять на информацию. И влияние в нужном именно уровне управления – это и есть то, что получается структура развития. То есть получается само влияние – это и есть развитие. Так же, как делает Бог, у него импульс и развитие – это одно и то же. Если мы рассмотрим, например, каким образом, вообще говоря, Бог действует на события с точки зрения своей личной души, то получается, что у него уровень события, он как максимально отдален, так и максимально приближен. И само событие, оно как бы произрастает внутри его системы восприятия. У Бога же нет внешнего наблюдателя, по существу. Есть только структура как бы внешнего контроля или восприятия какого-то события, и то в преобразовании каждого элемента, где есть действие Бога в любом случае. И вот полная свобода действия. Человек тоже может видеть любое событие, например, при развитии прогностических возможностей, и при этом он может видеть настолько, насколько ему нужно. Получается, что у Бога точка зрения приближена, он видит также настолько, насколько ему нужно, но он просто события делает. Да? И вот если мы начинаем вот эту компоненту увеличивать, то именно развитие какого-либо элемента в структуру событий, это есть тот элемент, где событие уже находится, например, в каком-то концентрированном виде, и одновременно мы это событие достигаем. То есть для Бога это очевидная точка зрения. С точки зрения уже следственного восприятия, например, человек воспринимает следующие события как события, которые как бы за неким горизонтом, да, находятся. То есть он двигает в направлении событий, какие совершает действия, обладает какими-то технологиями, но событие как таковое все время как будто бы дальше, пока оно не достигнуто по времени, да, или по месту. И получается, что здесь вот именно умение, так скажем, приближать горизонт, да, в управлении, так образно говоря, в кавычках, умение иногда по существу это так и выглядит на управлении, на информации, что идет действительно приближение структуры горизонта, то есть пространственная фаза управления событием приближается. И вот здесь вот возникает очень важный момент с точки зрения восприятия вообще вот реальности, потому что если, например, считать, что реальность бесконечна, то, значит, мы, например, можем сказать, что где-то существует точка зрения, где мы рассматриваем некое окончание, да, первого импульса восприятия. Вот. И тогда получается, что мы можем эту граничную систему к себе уже приблизить. То есть если мы нашли бесконечную какую-то систему, бесконечное пространство, мы нашли концентрацию информации, и мы можем тогда эту систему приблизить, вот это уже есть движение горизонта как бы в нашу сторону, да? То есть, если у Бога это происходит одновременно, то у человека это может происходить таким образом, что он сначала фиксирует события, как бы захватывает события, начинает двигаться в свою сторону. И вот как только он начинает события продвигать,
Ну, например, там, путешественник долго идет где-то, может быть, не обязательно по времени долго, но что-то незнакомое видит. Горизонт ему как бы неизвестен, с чем он встретится. А дальше получается, что чтобы ему было понятно, что его ждет, он должен просто-навсего взять и приблизить к себе пространство в управлении. Так вот, действие души по развитию именно управляющего сновидения, это есть приближение, информативное приближение статуса каких-то фиксированных событий. Значит, получается, чтобы суметь развить прогностику за счет действия души, здесь важно еще отметить, что, например, за счет действия духа, эта технология, она в принципе другая. Она строится на структуре именно динамических подвижных объектов, на структуре взаимодействия одного объекта с другим в управлении. Да? Дух — это действие такой многофункциональной, многомерной системы. А действие души — это конкретно в данном случае совершенно линейное действие, прямое как бы, ну, линейное не в понимании там узости действия, а что оно достаточно прозрачно. Там не существует внутренних взаимодействий, вот в плане о том, что дух как элемент многовекторный постоянно обладает свойством взаимообмена между информативными субстанциями в момент действия. Когда действие душой происходит, это как бы действие практически просто, ну, как одним монолитным уровнем света, лучом света, но не в плане там самого луча, а в плане том, что душа сама меняет структуру управления. Например, при там, излечении от какого-то сложного заболевания достаточно соприкосновения души с прогнозной функцией событий происходит излечение. В то время как, например, лечение духом — это есть одновременно и содержание объекта, например, там, управления, да, может быть, информации, не самого даже человека, внутри духовной субстанции одновременно действие. То есть это получается как бы все время некий лишний вес события увеличивается, да, в духовном управлении. А управление душой — это конкретно целевое управление, которое не увеличивает ну, некое ощущение там, весового качества событий. И здесь надо учитывать, что оптика духа — это дух обладает неким таким серебристым следом управления, то есть такой достаточно, ну, скажем, белый свет. Я почему специально не затрагиваю здесь вопросов управления там концентрировано на уровне действия духа, потому что духовное действие может быть распознано в действии души. А действие души несет в себе информацию духовного действия, поэтому получается, что все-таки духовное действие — это следственная система, и мы имеем возможность в статике определить структуру духа. Вот что за горизонтом, там и есть духовное действие. На уровне как бы непознаваемых величин, да, в одном элементе восприятия. Вот чтобы не усложнять вот эту конструкцию управления, можно просто-навсего вот приближение горизонта к себе в управлении сделать таким образом, что мы воспринимаем духовное действие где-то в бесконечном будущем, а действие души — это есть действие настоящего времени. То есть если мы, например, задались целью там, определить, где в пространстве информации можно воспринять, например, настоящее время, где находится эта информация, то, в принципе, здесь достаточно четко видно, что структура действия именно души человека — это есть расширение настоящего времени, то есть действие из настоящего. Ведь в перспективе, например, Бог, Он действует из настоящего во все элементы времени, с точки зрения человека. С точки зрения Бога Он просто совершил действие и все, да, один раз. А поэтому получается, что если мы рассматриваем именно распространение, развитие настоящего времени как некую волну действия, то тогда, получается, очень четко видны вот эти вот граничные системы, где совершенно четко понятно, что именно развитие прогностики — это есть некая такая детализация между волной, там, скажем так, информации, соответствующей душе человека, и одновременно структура передачи информации элементу сознания, например, человека, где происходит как бы такой, ну, следственный принцип, что душа сначала воспринимает информацию, а потом передает там другой уже следующей системе или структуре личности человека.
самое главное, что не происходит передача внутри субстанции души. То есть здесь очень четко нужно отслеживать, что внутри души человека, внутри вот этой оптики, именно той, которая соответствует душе человека, не происходит передача информации между соседними элементами событий. Тогда мы очень четко начинаем видеть, что идет развитие за счет действия души. То есть душа как некий своеобразный, такой, как бы выглядит как система, которая как бы выталкивает другую информацию в фазу развития, то есть некий такой, скажем, субстрат, где именно присутствует элемент давления. То есть очень важно здесь видеть, что душа осуществляет именно действие на оптику, значит, именно ту оптику, которая и называется в перспективе развитием. То есть изначально это нейтральная система, а потом при действии души происходит развитие. То есть от действия души происходит развитие где-то в бесконечном будущем. Получается, что основной сигнал в системе развития, именно в прогностических системах, это есть сигнал, который поступает из бесконечных процессов. То есть мы должны выделять в любой системе уровень, некое пространство, которое характеризует то, что здесь именно процессы бесконечны. И тогда, получается, вот сама прогностика, она приобретает уже конкретный целевой вид, характер. И если мы посмотрим на структуру действия души, то здесь видно, что душа, в принципе, она действует часто через очень, в общем-то, сравнительно длительные промежутки времени. То есть можно действие души сделать, например, за счет управления, за счет логики управления один раз, и этого может хватить на очень длительное время. И получается, что вот элемент развития между элементами действия, это как раз-таки вот личный выбор человека, зачем он в какое-то время смотрит, например, душой. То есть зачем он воспринимает события просто душой, зрением души, например. Потому что зрение души обладает свойством прямого восприятия, то есть там нет никаких элементов видоизменения событий, там вся информация приходит напрямую. Вот. И ведь есть такой принцип, как скажем, обнаженный уровень души, то есть прямое восприятие души, тогда получается это более такое чувствительное восприятие для человека. Одно дело, когда стоит некая призма сознания, а другое дело, он воспринимает сразу душой, то есть напрямую. Тогда получается, что само развитие — это есть умение, сохранить именно структуру души в первичном состоянии, как бы до действия. Ведь у Бога элемент действия всегда равен тому элементу, который существовал до действия. Для него же вообще все равно. И получается, что если мы рассмотрим, как тогда Бог реализовывает события, воспринимая структуру, то он, вообще говоря, любое событие развивает просто как личность. Именно та личность, которая стремится именно к вечному развитию. И это совершит, зная просто это. Причем для всех. Поэтому, когда мы начинаем вот этот элемент рассматривать, то, учитывая, что до событий и после событий у Бога, в общем-то, один и тот же уровень восприятия действия, то для человека именно развитие в прогностической фазе — это умение выделить детализацию, где каждый элемент события начинает восприниматься как душой человека, так, например, его физическим телом, и одновременно он имеет право и возможность в определенных уровнях участвовать в событийной конструкции какого-то уровня управления. То есть рассматривается уровень безопасности действия, уровень детализации действия, уровень конкретных событий. Когда вот этот комплекс полностью выполняется, то человек начинает видеть структуру событий именно в прогностическом уровне. То есть душа — этот уровень, который, получается, что уже воспринимает действие развитого сознания в сторону именно опознания событий, в сторону управления событием. Если существует просто простой практический пример, например,
взять и рассмотреть там завтрашний день или там на неделю вперед, может быть, на 100 лет вперед, и просмотреть, что нужно сделать человеку, там, чтобы суметь развить настолько, скажем, систему свою прогностическую, чтобы он смог там оптимально управлять ситуацией. Ведь речь идет не только о том, чтобы просто ситуацию рассмотреть, там, понять, да, а вообще речь идет о том, чтобы уметь именно гармонично сложить события. А ведь когда события, ну, именно вот в задаче управления стоит как задача именно такого, так скажем, благоприятного для всех гармоничного уровня, гармонического уровня определения событий, то здесь получается, что очень важным является тот факт, что гармония — это есть внутренний пульс человека в этот момент, который он, например, определяет как уровень именно того факта, что все будет гармонично. То есть это все-таки внутреннее восприятие человека, да, в первую очередь. То есть что есть гармония там в конкретном уровне, понятно, что это какая-то минимальная норма в любом случае. То есть человек должен быть там практически здоров, у него должны быть события какие-то благоприятные с точки зрения общепринятой нормы. Но насколько это для него там реально благоприятно, то есть насколько он решает свои задачи именно фундаментальные, да, развития жизни в этом мире, там, с точки зрения там, бесконечного развития, с точки зрения там, личности как таковой. Ведь бесконечное развитие для Бога это, вообще говоря, не проблема, и для человека получается тоже, кстати. Вот почему человек, например, вечное развитие не воспринимает как нечто такое, там, ну, предположим, недостижимое, да, в определенной степени, значит, это кажется, что, может быть, сложно, но что этого достигнуть, например, нельзя, у человека, в принципе, вот этот элемент знания, он практически не реализован. То есть человек, как правило, очень четко нацелен именно на вечное развитие. Каждый его поступок, он связан со структурой вечности в моральном плане, нравственном, как правило. И получается, что это как раз-таки то, что конкретно от Бога у человека есть в его действии, то, что он практически вот вечность воспринимает как элемент уже данный ему на определенном уровне восприятия. И тогда, получается, мы уже рассматриваем развитие в сторону души человека, в сторону организации даже души, вот в плане там уже следственной организации, не первичной, а следственной, когда душа развита. И в тот уровень, где душа взаимодействует с телом, вот очень важный момент, где душа фактически создает тело. То есть обратный уровень в сторону души человека, это есть уровень, где душа создает тело, то есть вот это, кстати, мощнейший элемент лечения человека. Если мы начинаем заниматься именно развитием прогностики, то обратная волна — это волна достаточно сильного оздоровления, как правило, а вообще говоря, практически всегда, если на это обращать внимание. Если не обращать внимания, то волна вот это оздоровления все равно существует, потому что в прогностике нужно все время где-то, скажем, иметь определенный ресурс в управлении, чтобы следовать дальше. То есть смысл управления такой, что здесь на уровне логики должны реализовываться системы как бы следующего элемента развития. Ведь мы же говорим о том, что здесь целевая задача получить именно развитие, которое бы позволило оптимально влиять на ситуацию. Это значит контроль за ситуацией, это значит умение именно термин развития использовать за счет оптики именно души человека. И поэтому вот сама детализация событий — это есть событие, содержащее как бы в свою собственную микроструктуру в этом мире в плане развития. То есть любое событие обладает неким свойством, скажем, ну, предварительных систем, что ли, вот, вывода информации. Вот если рассмотреть поле событий как, ну, некое нейтральное событие, то каждый элемент такого события обладает личностным контекстом. То есть внешняя система пространства, например, да, значит, обладает той же самой структурой, что действие личности. Например, личность Бога проявлена в любой системе. Значит, если мы смотрим на пространство, то мы можем получить знание о личности
Бога в момент вашего просмотра, то есть о том, какое ваше состояние в бесконечном уровне восприятия, бесконечности. Вот эти состояния бесконечности — это очень такой сверхбыстрый уровень развития ваших возможностей, способностей именно по такому как бы сенситивному, именно ну, как бы прогнозно ориентированному уровню. То есть среда, которая взаимодействует с вами на уровне элементов логики, на уровне элементов, например, следующего развития, она становится подконтрольной в реальном времени на уровне просто вашего взгляда, да, просмотра. То есть открывается некий купол, личностная характеристика пространства-времени увеличивается, вы начинаете видеть фактически личность Бога, но по сути свою собственную личность, проявленную именно в этой точке, как именно вечный элемент этого мира. Когда вы начинаете видеть этот элемент, некий такой купол как бы управления, значит, открывается, и вы начинаете воспринимать, что уже конкретно происходит в том уровне, что вы провели первичное управление. То есть вот здесь очень важно, что я показал, что сначала мы доводим до уровня управления, берем ситуацию под контроль, только потом начинаем видеть, выводить ну, именно такую визуальную часть событий, да, например. То есть в данном случае, в данной технологии можно научиться именно визуализировать события, как они выглядят просто, там, физическая реальность, например. Проходящие люди, дома там, и так далее. И когда вы начинаете видеть структуру событийную, вот здесь возникает вопрос, как оказать помощь, да, дальше. Вот оказание помощи — это вот специальная технология, она может быть совершенно специальной, связанная с универсальной технологией управления. Но в данной именно технологии, значит, за счет развития управляющего, именно такого фактически ясновидения прогностического, в данной теме здесь получается, что мы должны четко понимать, что каждый импульс, идущий от той системы, которая развивается, это импульс, который фактически является вот, ну, как бы следствием сигнала, идущего, да, от объекта информации, от какого-то там поля там, информации, от внешних систем. И развитие в сторону управления — это есть умение держать некую такую постоянную константу нормы в условиях работы с информацией. Вот с точки зрения Бога, у него же процессы все достаточно стационарны в этом плане. Значит, и восприятие, например, у Бога такое, что он как бы просто норму в основном старается держать, да? Вот, и получается, что раз он старается все время норму, где-то эта норма же содержится в его понимании. Значит, с точки зрения именно человека, это норма взаимодействия события, да, и, скажем, элемента восприятия человека. То есть в этом плане человеку достаточно развить управление прогностического до уровня, когда событие стыкуется с элементом восприятия в нужной точке и имеет нужную форму. То есть мы получаем то событие, которое нам нужно, за счет того, что мы сдерживаем как бы свою волну взаимодействия. То есть самый такой, ну, простой, может быть, вариант — это умение, значит, свою собственную область управления, значит, не ввязывать в контакт с отрицательной информацией. Тогда развитие, значит, именно в сторону прогностики заключается в том, чтобы видеть, визуализировать, а где информация, которая вам не нужна. Она может быть, даже может быть неплохой информацией, то есть там, не вредной, например, для здоровья, да и вообще для кого-либо, но вам нужно, например, этой информацией не заниматься. Например, вы хотите там заниматься чем-то другим, тогда вот получается, что умение как бы свернуть информацию, умение, значит, не осуществить некого ненужного взаимодействия, это все-таки точное видение событий, да, вы должны перейти тогда на физический план видения. То есть, если вы хотите, например, на физическом уровне какой-то объект информации обойти, вы должны сначала его увидеть, да, физическим зрением, например.
если речь идет о неком предмете конкретном. Значит, существуют еще и информативные системы, которые говорят о том, что человек может реагировать на ситуацию таким образом, что он может как бы реагировать просто на информацию, и за счет этого он уже работает оптимально. То есть мы говорим все-таки об общем спектре, о физическом уровне восприятия, что происходит в физической реальности, и о духовном, информативном, нравственном уровне, то есть то, что человек воспринимает как информацию. Да? И вот когда мы начинаем взаимодействовать на уровне информативном и физическом, мы видим, что в этом случае мы на определенном уровне, именно в бесконечном плане развития или там, в быстром плане развития, видим уже физический уровень. Значит, и вот тогда получается, когда мы рассматриваем именно там, бесценность, да, физического тела человека, то мы тогда попадаем в структуру нормы управления. То есть именно уникальность, там, направленность и вообще реальность того, что человек имеет возможность бесконечное количество лет жить, вот эту вот структуру, когда мы рассматриваем в виде, значит, именно определяющей, что ли, величины для развития, то есть к чему вообще должно стремиться развитие человека по логике. С точки зрения жизни, развитие должно стремиться к тому, чтобы жизнь была бесконечна. Если мы рассматриваем, значит, какое-то событие, где участвует человек, ну, именно в контексте там, даже, может быть, каких-то целей, которые там могут реализоваться, а дальше уже человек может другие цели ставить, да, то здесь вот именно стремление в сторону жизни, это и есть развитие уже души человека, в сторону самого человека, в сторону там, управления событиями, в сторону ну, более гармоничного, скажем, уровня восприятия внешнего мира со стороны души. И вот здесь возникает тогда такой элемент, что с точки зрения души человека возникает практически достаточно четко выраженная система взаимодействия, где внутри структуры души, значит, существуют очень четкие социальные линии управления. То есть душа — это не только там, значит, уровень, да, информации, не только тот уровень там, личности, который определяет какие-то, ну, идеологические, что ли, больше нормы, да, или критериальные. На самом деле душа — это также и конкретные технологии спасения, конкретные выражения каких-либо ну, конкретных действий. И, например, вот, ну, скажем так, практический пример из уровня, ну, скажем, возможных примеров, да, что если человек там на высокой скорости везет на машине, скажем, другого человека, которому нужно помочь, да, и нарушает там правила там, дорожного движения, то здесь возникает вопрос такой, чтобы его не остановила, например, там, милиция, ему нужно четко выработать внутренний ресурс помощи, да, оказания помощи. Тогда, например, в большинстве случаев там, милиция или вообще никогда, если он правильно конструирует структуру помощи, она тогда не будет останавливать. Здесь как бы человек проезжает в структуре, ну, неких тех информативных систем, где события не складываются в сторону там, остановки. И вот здесь вот получается элемент развития в сторону помощи там, другому человеку, всем людям. Это тот элемент, который позволяет людям практически, значит, ну, достаточно активно передавать информацию друг другу, и при этом на факторе помощи иметь там, взаиморазвитие, там, взаимопомощь, следующее развитие, следующая помощь и так далее. И вот с этой точки зрения, если там вдуматься в контекст, а где вообще у Бога, например, понятие помощи? Ведь Богу практически получается, что если с точки зрения помощи, то можно, если так это можно отнести это понятие к помощи, можно помочь, получается, если следовать именно его идеям действия, там, направленным бесконечно. То есть понятие помощи — это соответствие идеям, получается, вечного развития для Бога. Если человек там, направлен в это направление развития, то получается, что он помогает быстрее, что ли, реализовать эту задачу для Бога и для себя. Получается, что именно вот вечное развитие, структура вечного развития,
позволяет видеть те компоненты дополнительные, которые соответствуют именно процессу развития прогностики за счет действия души, где элемент помощи, взаимопомощи выявлен в уровень, который позволяет как бы реализовывать следующий элемент реальности за счет того, что идет именно взаимопомощь. Ведь есть просто элемент реальности, который никак не связан там, с личностью человека, например, да, в прямом, что ли, быстром понимании. А получается, что если мы рассматриваем процесс взаимопомощи, это конкретно выявленные структуры информации. И получается, что основным элементом развития в именно прогностическом уровне является наличие внешнего элемента, причем такого, который характеризовал бы возможную помощь вам, да? А по сути это есть та информация, которую вы должны видеть, которая не то, что там откуда-то берется, да, а которая организовывается как структура вашего личностного развития по первичному контексту создания личности. Как я сказал, в какой-то момент может человек душой воспринять весь внешний мир, и ему достаточно там, на много лет, чтобы это был его свет, который ведет в структуру именно вечности, но уже в деталях, скажем, через какие-то конкретные действия. И если с точки зрения Бога вот рассмотреть такой путь, то ведь в какой-то момент восприятие Бога не отличается от восприятия человека, он также воспринимает внешнюю систему как систему определенных элементов реальности. И получается, что тогда вот, у Бога можно проще научиться, если смотреть, как он действует на уровне там, физических процессов, да, или управленческих процессов, где есть конкретные величины, тогда получается развитие прогностического уровня. Это есть система соответствия действия человека действию Бога, причем значит, на конкретных там, каких-то практических элементах управления. И когда мы начинаем рассматривать, каким образом значит, здесь можно получить, например, эффект, скажем, голографического, там, объемного восприятия, эффект понимания того, что произойдет в будущем, то получается, что в основном-то уровень управления строится на неком преобразовании системы восприятия, где вот понятие, скажем, развития, понятие преобразования, это есть та величина, которая, в принципе, как бы она имеет значение опыта, который может не применяться, но человек, например, в будущем может рассматривать, что этот опыт позволил ему, например, что-либо реализовать как потенциально, который, может быть, не применялся даже. Значит, следующий уровень развития прогностического уровня управления — это есть система, где решается весь спектр вопросов, но при этом реализовывается в реальности только один, да, вариант. То есть либо он многомерный, либо там линейный, причинно-следственный. И получается, что именно вот эта разница между возможностью там, реализации там, в общем-то, большого количества каких-либо вариантов, а реализация одна — это и есть уровень, который позволяет развить прогностическое видение до уровня полного контроля за событиями, причем значит, не только в локальном, да, плане, но и в плане выхода в именно макрорегулирование на уровне там, мировых процессов управления. И получается, если мы, например, решили там, конкретно для себя сделать управление по своим личным задачам, в этом случае нужно сначала присмотреться к тем тенденциям, которые уже существовали. Да? То есть вот управление именно за счет развития, нам нужно же какую-то опорную точку иметь. И развитие — это все-таки система такая, что вы можете сравнивать с каким-то там более ранним элементом управления. Там есть еще другой принцип развития, когда вы все время воспринимаете информацию, но не фиксируете, то есть делаете управление, но не фиксируете в виде каких-то конкретных там, систем. Так вот, именно уровень такого прозрачного, что ли, такого обобщенного развития, когда цель управления известна как, например, обобщенная цель, то есть она там, не скрывается как-то специально, затем есть все атрибуты, которые соответствуют управлению, и тогда получается, что
чтобы именно развитие было вечным, нам нужно все время видеть вечность в структуре все-таки в том числе и внешнего мира по отношению к событию. Получается, что вот эта вот система внешнего уровня управления, то, что исключает возможность там, неблагоприятного развития событий, причем в любом случае исключает, это уровень, где как раз-таки системы, целые системы развития организовываются в виде конкретных систем управления, которые соответствуют каким-то уровням объекта. То есть, значит, знания, которые получаются, именно они носят универсальный характер, и здесь можно материальную структуру можно видоизменять, там, например, там, покупать, может человек какой-то, ну, там, другой участок, да, для возделывания почв, а при этом при всем вот универсальная часть сохраняется у него одна и та же. И получается, что, то есть восприятие он получает все время один и тот же импульс там, вечности, например. Когда мы начинаем здесь рассматривать управление как управление, идущее в сторону именно развития, именно тех качеств, которые относятся именно к прогностике, то видно, что сам вот именно уровень прогностики, который достаточно удобен, чтобы контролировать, да, и дальнейшее развитие иметь по технологиям именно такого прямого управления, здесь можно видеть, что мы видим вот эту вот, что ли, тонкую прогностику как систему организации некой информации, некого пространства возле события, возле человека. То есть, если задуматься над тем, как организовывается вообще пространство в прогностической именно фазе, вот ведь, значит, именно прогностика сама, она практически такова, что можно видеть просто события, можно там знать события, влиять, ну, как бы в будущем, да, там, учитывать, а можно из текущего времени там, стараться влиять на события, и тогда получается, что все зависит только от количества работ. Насколько вы там либо чем-то заняты, либо у вас больше времени, и вы можете просто влиять на события, например. Если много времени события, да, получается, отрицательно может не происходить. Значит, ну, другой вопрос, что опять-таки вот субъективность мнений насчет там, позитивного уровня или отрицательного. Если много событий, человеку нужно срочно принять решение, он тогда часто просто принимает решение, не задумываясь там, над тем, каким образом, значит, ну, это в основном сложная ситуация, каким образом, значит, идет реализация, да, достаточно много, значит, в управлении таких бывает систем. Вот в моем учении как раз-таки совершенно четко понятно, что любое действие идет через макроспасение, через именно уровень там, всеобщего макроспасительного действия, поэтому работать можно спокойно на любом уровне, как бы не выводя на какие-то системы форсирования по возможности. Да? Когда мы, например, видим, что если, предположим, мы задались целью все-таки выявить объект, одно дело управляющее прогнозирование, где все меняется, да, казалось бы, там полностью можно сделать управление по смене информации, но на уровне обычных физических процессов это делать, как правило, не нужно. И вот это вот локальное, что ли, управление какими-то конкретными системами, это все-таки это прямое видение, так же, как человек видит, например, физическим зрением. Например, там, в условиях контртерроризма очень важно видеть намерение там, другой стороны, да? Насколько намерение там, адекватное ну, местонахождению там, какого-либо там, человека или группы лиц в каком-то месте. И когда мы начинаем дальше анализировать, там могут быть какие-то склады оружия, которые видны, да, через управляющее видение. Вопрос только в том, как бы, ну, реализовать управление, потому что просто информация, если там, например, без уровня специальной там, власти, она мало что дает. Да? То есть точная информация это есть действие от власти по реализации. Именно вот власть, ну, может быть, управленческого типа, так скажем, да, не только это относится к понятию там обычной власти, хотя в большей степени именно
к обычной, да, системе там, властных уровней управления. Вот здесь вот важно увидеть, что детализация, если это, например, контртерроризм, это значит взаимодействие с властями, чтобы не было, да, возможного террора и так далее. Ну, человек может делать самостоятельно, делать управление, чтобы не доводилось действие до какого-то уровня именно такого проблемного выражения. Здесь важно, чтобы видеть события, важно видеть, какие последствия в событиях есть в макроуровне. То есть вот любое локальное событие — это все-таки то событие, которое обязательно желательно видеть как событие, которое зависит от всех внешних, внутренних обстоятельств какого-то явления. Не то, что оно, например, там некое незначительное, тогда надо ему меньше внимания уделять. На самом деле, может быть так, что именно это событие наиболее как бы радикально повлияло на какую-то ситуацию. То есть поэтому вот детализация, то есть выявление предметов в действии, это умение как бы философски осмыслить задачу управления, да? Умение, значит, детализировать в задачу управления, ну, собственно говоря, какие-то системы управления, которые, вообще говоря, достаточно стандартные, да, для каких-то уровней реализации задачи. Поэтому вот здесь уже вот первая как такая аксиома управления заключается в том, где визуализация аксиоматическим уровнем также является, что визуальная система восприятия в прогностическом управлении — это то, что вы видите как следствие, да, первичной системы. То есть существует всегда какой-то начальный уровень. А вот визуализация начального уровня — это то, что делает другой человек, как организатор, например, да, или так сложилось как бы стихийно какое-то действие. То есть умение рассмотреть организующую субстанцию в управлении в социальных системах. Когда вы начинаете ее рассматривать, то перед вами уже начинает вырисовываться визуализация объекта любого. Значит, вам нужно здесь главное очень четко этот объект вывести в фазу нормы. Это относится и к заболеванию, возможно, у человека, когда вы лечите, или же по управлению там машинами, при контроле домов и так далее. То есть умение получать визуализацию, значит, выводя из уровня управления как бы некий спектр, который, например, не нужен сейчас, да, для, например, там, общественного мнения. И вот эта система визуализации, она такова, что для того, чтобы там визуально увидеть элемент, который как бы работает в системе управления, то есть здесь в данном случае, если рассмотреть такую позицию управления, что вот есть, например, какие-то элементы управления, и в какой-то момент мы имеем такой пласт управления, что срабатывает что-то, например, там лучше, как бы, да, что-то хуже. Так вот, с точки зрения универсализма, все должно срабатывать вообще одинаково, там, независимо от статуса человека, там, образования и так далее, в том числе. Поэтому получается, что вот этот уровень одинаковости, что ли, это есть внутреннее содержимое предмета в этом пространстве управления. То есть взор может быть разный у разных людей, а вот именно предмет, который обладает возможностью аккумулирования информации с точки зрения там, концентрации информации от человека. Потому что здесь получается, что сам по себе предмет, там, он ничего себе не представляет, только когда в поле зрения человека попадает, начинается аналитика какая-то. И вот, в принципе, если вот, например, сделать управление в том аспекте, что мы, например, имеем структуру, ну, как бы неких задач в управлении, и эти задачи реализовываются через какие-то конкретные действия, например, там, образы, которые соответствуют реальности, то вот именно выявление образа, это кроме вот сказанного, включая, например, систему ну, такого развитого там, воздействия, возможно, да, хотя при свободе воли там, воздействие, можно сказать, что оно не эффективно какое-либо, тем не менее, вот, нам нужно понимать, что именно структура визуализации событий — это отсутствие какого бы то ни было воздействия вообще с вашей стороны, например. Вот когда это понимание приходит, то человек начинает видеть внутреннюю структуру там, здания, например, да, там, машины, самолета. И прогностика уже заключается в том, что фиксированный самолет, который, там, например,
уже зафиксирован каким-то образом, или там значит, какой-то элемент здания, или там тип другой самолета, мы начинаем видеть, ну, в качестве объектов управления, если взять эти какие-то физические там тела, да, значит, мы начинаем видеть, что в самолете, например, если мы, предположим, решили посмотреть, какой уровень будет управления, как вы влияете, улучшаете на, ну, как бы, вот, движение самолета, то здесь четко видно, что существует конкретная уже дальше как бы часть ответов. То есть одно дело, вы пришли в прогностическом видении к тому, что вы определили какой-то, ну, достаточно большой массив информации. Дальше вы начинаете эту информацию, ну, фактически выводить на уровень детализации. Вот вывод — это есть достаточно, ну, большое ознакомление как бы с вашими действиями по отношению к какому-то объему информации. Там, либо, например, это там, внешний объем фиксации какими-то, ну, предположим, носителями, ну, если мы какой-то носитель возьмем информацию и фиксируем происходящее, да, то получается, что нам, когда мы занимаемся управлением, нам нужно менять события не только там в реальной системе, а в системе той, которая еще фиксирует информацию. Или там ранее зафиксировал какую-то, например, отрицательную информацию. Да? То есть получается, что нам нужно уметь управлять любой системой, независимо от статуса, ну, позитивизма, да, или там отрицательности изначально, а мы должны все время приводить к норме. И получается, что если норма, ну, как некая абсолютная величина, говорящая о том, что все нормально, то получается, что вот именно подведение управляющего прогнозирование, ну, что означает, предположим, прямое видение, духовное видение, вот подведение этого уровня к уровню реализации показывает, что кроме того, что какие-то конкретные системы реализовываются в действии, в управлении, мы можем видеть, что существует еще внешний аспект, внешняя атрибутика действия, который характеризуется как бы наличием внешнего такого пространства. Вот если обратить внимание, например, что человек, который там находится, ну, в условиях там взаимодействия, так скажем, с кем-либо на уровне там макроинформации, то вот именно внешняя система, она такова, что он постепенно, если там с одним человеком взаимодействует, ну, начинает больше общаться с ним, и тогда, получается, количество событий уменьшается, и, значит, идущие это, в сторону человека, он там больше занят там чтением книг, например, да, и так далее. Когда мы начинаем анализировать, вот в каких случаях можно человеку там спокойный образ жизни вести, да, в каких случаях надо как бы четко и немедленно реагировать, то вот здесь получается, что именно система личного выбора, как я уже сейчас объяснил, это уровень, который позволяет, в общем-то, людям практически, ну, значит, вести себя достаточно независимо, там, свободно, реально являясь свободными людьми. Значит, они могут выбирать, в общем-то, достаточно большое множество накопленных знаний, например, да, по вечному развитию. И здесь элементом уже визуализации, то есть элементом, который приводит к тому, что мы начинаем видеть события сполна, это есть уровень не только там социального осмысления, или там философского какого-то факта, или там событийного анализа, или там фактологического, да, а именно уровень, который привносит как бы следственно интегрированный уровень вот этих там понятий. И получается, что если мы начинаем, предположим, рассматривать, что конкретно происходит с конкретным человеком или там лично с вами, значит, через какое-то время там, да, в прогностике, хоть там на большое время вперед, любое, здесь нужно очень четко вот аспект социальный, аспект наличия всей внешней информации брать как за аспект уже известный. То есть выглядит формально так: вы быстро как бы воспринимаете все, что соответствует какому-то уровню прогностики, как бы быстрым движением прогностическим души именно, воспринимаете на структуру души. А дальше уже у вас происходит влияние на информацию, потому что вы, зная информацию,
фиксируете вот этот наиболее положительный статус. И вот развитие прогностического управления – это умение создавать тот образ, который именно характеризует норму вообще в событиях. То есть получается, что это умение влиять так, как нужно для управления, а не так, как, например, там больше нравится, да, предположим. Если для управления это более эффективно, значит, соответственно, это может и больше нравиться. И когда вы начинаете вот это управление уже реализовывать и получать совершенно конкретные системы знаний, вот, будущего, как себя вести, вот это вы достигаете уже цели по именно управляемой прогностике за счет структуры действия души. И механизм, кстати, действия души, он достаточно прост. Вот в отличие от каких-либо иных механизмов, там, логистических моделей или, там, например, действия духом человека, вот именно действие душой — это совершенно четкий, простой механизм. И данный семинар он позволяет увидеть структуру человека, то есть, во-первых, там информацию вокруг себя, возле, например, управленца, и информацию любую, касающуюся, например, того уровня, что человек куда-то смотрит и видит какую-то систему событий. Поэтому здесь надо четко очень видеть в этой ситуации, что основная цель данного управления — это точно видеть все-таки в лучшую сторону измененную уже ситуацию, то есть более благоприятно уже расположенную. Если ее нужно улучшить, тогда вводится дальнейшее управление, но именно задачи развития прогностических систем, конечно, это точное видение событий, причем абсолютно точно, если это нужно, вплоть до клеточного уровня, там, например, и так далее. Поэтому вот нужно практиковать, применяя фундаментальные знания для того, чтобы получить просто конкретный результат. То есть сами знания — это просто как бы внешняя ориентация, да, внешняя структура. Когда вы занимаетесь управлением, что вокруг вас находится, чтобы вы работали просто в течение всего. А точность достигается тем, что надо просто смотреть на будущее там, и все время практиковать. Прослушали лекцию, поставили задачу, проверили, да? Прослушали, поставили задачу и реализовали, и так далее. Это и есть критерии управляемости вот в данной постановочной части, о которой сейчас я сказал. На этом я сегодня семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.